Все, мы в прямом эфире. Добрый день. Сейчас уже у нас на часах где-то 23 часа. Сегодня я буду делать работу достаточно несложную. Значит, часто такое бывает, что мы влюбляемся, начинаются какие-то отношения, там они продолжаются месяц-два. Мужчина свободен, женщина тоже свободна. Но через 2 месяца где-то женщина или мужчина начинает понимать, что она теряет партнера, отношения продолжаются, но они, охлаждаются. А женщина или мужчина, в данном случае женщина, ей понравился, полюбился этот человек, и она хочет дальше продолжать с ним отношения. И она понимает, что, дальше все проведет, к тому, что будет просто там месяц-два еще каких-то там простых легких отношений, типа секса, и потом они разойдутся. В данном случае обычно делается достаточно простой приворот вуду. То есть это не сильный, он помогает разжечь страсть и сделать так, чтобы человек влюбился. Достаточно несложная работа, хотя она тоже делается где-то в районе 70 дней. Значит, опять же, советую всем перед тем, как делать такую работу, подумать, это единственная, по-моему, работа, которую можно еще попытаться снять. Да, это легкий приворот Вуду называется. Но все равно я советую думать перед тем, как что, есть вероятность того, что и он не снимется. Приворот это достаточно, хоть его и достаточно просто сделать, да, скажем так, меньшими затратами, он дешевле стоит, но также есть вероятность, что, я его не сниму, всего процентов 30-40, что он снимется при желании человека. Вот. В данном случае, если вы действительно провстречались 2-3 месяца, вам в районе 35, от 30 до 50 лет, да, уже возраста сознания того, что ты делаешь, и вам действительно настолько нравится человек, вы чувствуете, что оно ваше, и вы теряете этого человека, наверное, если вы действительно чувствуете к нему какие-то сильные чувства, мужчине или к женщине, такое, это бывает по-разному. У мужчин и у женщин бывает такое, что через 2 месяца они понимают, что партнер начинает терять интерес, и что ни к чему дальше это не продлится. Тогда, наверное, это стоит, думаю, делать. Если действительно девушка или мужчина, который будет заказывать эту работу, всей душой будет понимать, что она прикипела и любит этого человека и не хочет его терять, и готова попытаться прожить с ним жизнь. Вот. Сейчас я сделаю эту работу, она не займет у нас очень много времени, она уже, то есть я уже предварительно делал ее где-то в районе 7 дней. В течение 7 дней я тратил от 30 до 40 минут, до часу, от 30 до часу я примерно 7-8 дней тратил на эту работу. Сегодня окончательный итог, сейчас я ее закончу. Всех приветствую. Это Алексей. Я, как всегда, с вами. На данный момент Георгий выполняет работу, поэтому он не может участвовать в нашем разговоре. Если у вас возникают какие-то вопросы, вы можете задать их либо в чате, либо воспользоваться суперчатом, любыми его возможностями. Также вы можете задать мне любой вопрос.
который вас интересует по данной работе, либо по приворотам. В принципе, задавайте, не стесняйтесь. Мы сегодня для вас проводим очередной прямой эфир. И я смогу ответить вам в прямом эфире. Напомню, что данная работа занимает от 7 до 14 дней. В особо тяжелых случаях работа выполняется в течение 21 дня. Далее идет притирка одного человека с другим после того, как выполняется обряд приворота. И в случае, если возникают какие-то моменты, то тогда, естественно, выполняется усиление или еще какие-нибудь дополнительные работы, если человек, допустим, не указал, что у человека, которого он привораживает, есть какие-то сильные зависимости, оказывающие влияние на психику, такие как наркотическая зависимость, либо зависимость алкогольная, которая оказывает сильное влияние на психику человека, и он совершенно по-другому относится ко всему, что его окружает, к его близким, к его любимым людям. Поэтому не забывайте в момент обращения, если вам потребуется такая услуга, то, естественно, но тем не менее работа выполняется. Мы можем наблюдать за тем, как происходит, собственно, завершающая часть этого обряда. Да, Денис подключился к нам. Здравствуйте, Денис. И вам тоже здравствуйте, приветствую. Бружо, тоже доброй ночи, да, приветствую. У нас еще вечер, но 23:07 по питерскому времени. Так что для кого-то уже ночь, для кого-то вечер. Так, Алекс Шума, здравствуйте. Самый дорогой приворот сколько стоит? Самый дорогой приворот может стоить достаточно больших денег. Работа может стоить от 500 до, к примеру, 15 тысяч долларов за работу. Тоже были такие выполнены работы. Все зависит конкретно от ситуации. Ситуации бывают разные, соответственно, мы можем оценивать только конкретную ситуацию и говорить о том, какова она и сколько потребуется выполнить тех или иных обрядов. А подготовительная часть работы когда-нибудь будет показана. А подготовительная часть работы, это вы можете смотреть на этом канале также ролики, которые посвящены тому, как выполняется, собственно, кукла. Вот. В куклу также закладываются либо биоматериал, либо фотографии. Это всегда выполняется. То есть фотографии закладываются, фамилия, имя, отчество, написанное от руки или напечатанное. Также дата рождения человека. Определенным способом заговариваются
кукла. Заговариваются все материалы конкретно под человека. 15 тысяч. За эти деньги, наверное, можно приворожить даже пингвина. А что влияет на стоимость? Нет. Пингвина приворожить нельзя. Ну и это не говорит о том, что приворожить можно любого человека. Все зависит от конкретной ситуации, все зависит от того, какие предшествуют события отношениям двух людей, к примеру. Если мы говорим о классической паре, мужчина и женщина, то там могли быть огромные, колоссальные проблемы. И причиной ухода может быть страх женщины от побоев, от того, что человек неадекватно себя ведет, еще что-то делает, еще накладываются какие-нибудь зависимости. Плюс родственники, которые там против этого союза и все что угодно. Также люди, которые обращаются за приворотом, периодически бывают ситуации, когда человек обращается за помощью, чтобы сделать приворот, но он не в курсе, к примеру, того, что на отношения кто-то повлиял с помощью магии и, допустим, выполнил обряд наведения порчи на отношения данной пары, либо на отношения конкретно одного человека из этой пары. Алекс Шума задает вопрос: зомбирование с помощью куклы делается и в какие сроки начинает действовать? Кукла воду используется в обряде зомбирования. Предварительно выполняется сама кукла. И уже далее делается зомбирование. Зомбирование выполняется не сразу. Зомбирование — это, по идее, самая крайняя степень решения ситуации, когда человек не выполняет того, что требуется от обряда приворот, и тогда используется зомбирование. Но если мы говорим о ситуации, когда человек не... Я сейчас немножко перебью Да. на одну секундочку. Обычно зомбирование делают люди, которые хотят быстро получить человека любой ценой. Им все равно, какой будет человек. И им все равно, получат они куклу или человека, скажем так. В основном это делают люди деспотичные, которым хотят получить человека любой ценой и быстрее. Все, извиняюсь. Вот, и дополню слова Георгия, то, что зомбирование — это крайняя степень воздействия на человека. Зомбирование — это тот обряд, который выполняется, как сказал Георгий, людьми обычно властными, деспотичными. Ну и, соответственно, эти работы выполняются не каждый раз, они выполняются довольно редко. И в крайнем случае, по желанию клиента, такая работа может быть выполнена. Но человек получает, по сути, куклу. Куклу с отсутствием ряда эмоций, которая просто выполняет абсолютно все, что человек, который заказывает данную работу, хочет от того человека, на которого он заказывает данную работу. Поэтому изначально, если вы хотите действительно вернуть любимого человека и жить с ним в части радости и так далее, то тогда вам, естественно, нужно думать не о обряде зомбирования, потому что обряд зомбирования — это, опять же, повторюсь, крайняя степень воздействия на человека. Бывает такое, что и зомбирование не помогает. Нет. Такие случаи крайне редкие, зомбирование помогает. Вопрос в том, что зомбирование имеет побочные
эффекты, о которых мы, собственно, сейчас и говорим. Это подавление, полное подавление воли человека. И данный побочный эффект, он очень тяжело воспринимается человеком, на которого, собственно, и выполняется данный обряд. Психика страдает сильно. Человек, на которого выполняется обряд зомбирования, теряет смысл, общепринятый смысл жизни. Он хочет постоянно только одного: быть рядом, находиться рядом и делать то, что хочет от него тот человек, который, собственно, эту работу на себя заказывал. То есть он становится, по сути, безумным фанатиком человека, который заказал на себя обряд зомбирования для другого человека. И это действует на человека на какое-то время или на всю жизнь. А работа выполняется, как правило, на всю жизнь. И зомбирование относится именно к такой работе. Но можно сделать слабый обряд зомбирования, если требуется выполнение человеком некоторых действий в определенный отрезок времени, когда можно взять за пример ситуацию, когда человек должен выполнить то или иное действие, которое в трезвом уме и доброй памяти он выполнять отказывается. Ни на какие уговоры не идет, но выполнение действий необходимо. В данной ситуации можно сделать обряд зомбирования, и человек некоторое время будет полностью подконтролен другому человеку. Он сможет вселить в него идею и мысль сделать именно то, что хочет человек, который, собственно, эту работу заказывает. Ну, а я напоминаю, что мы в прямом эфире, и вы можете задавать свои вопросы, если у вас таковые возникают. Повторюсь, мы сейчас присутствуем в прямом эфире. Георгий выполняет заключительную часть обряда приворот через куклу Вуду. Любимого человека возвращаем. Вы можете наблюдать это в прямом эфире, задать свои вопросы. В углу экрана указаны контакты, по которым вы можете связаться с Георгием, если вам требуется консультация или работа. Также напомню, что вы можете воспользоваться суперчатом, либо обычным чатом, как угодно. Если вас устраивает, вам нравится такой формат прямых эфиров, Кстати, не забудьте подписаться, нажать на колокольчик, если вам это интересно. Это очень поможет нам, мы поймем, интересно вам, и стоит ли нам вообще снимать об этом вообще и разговаривать об этом. Возможно, вам не интересно, и если вы нас поддержите, подпишитесь и нажмете на колокольчик, мы будем обязательно дальше выкладывать. Напишите тему, о которой вы хотите разговаривать, про что вы хотите, чтобы я снял, и что хотите, чтобы я вам показал. Мы обязательно это сделаем. Конечно, работы очень много, но мы обязательно сделаем то, что вы попросите. Также у нас будут разыгрываться на следующий, точнее на этой неделе у нас будет разыгрываться один заговор на удачу. Вот.
Он будет разыгрываться в течение месяца среди подписчиков и тех, кто поставили лайки. Значит, вы ставите лайк, подписываетесь на нас, значит, и оставляйте свой комментарий. Дальше среди людей, которые подписались и оставили комментарии, мы будем разыгрывать в течение месяца приз. Совершенно бесплатно я сделаю одну работу, заговор на деньги, которая будет стоить в районе 35 тысяч рублей. Она вам будет совершенно бесплатно сделана, предоставлена. Поэтому подписывайтесь, задавайте свои вопросы. И вы обязательно выиграете. Так, подписчиков не так много. Поэтому шанс того, что вы реально выиграете эту работу, большой. Более того, на сумму 35 тысяч я любую другую работу заменю. Если вам не нужен заговор на деньги, вы хотите приворот, он, например, стоит там 50 тысяч, я вычту из этой стоимости, грубо говоря, и вы доплатите всего 15 тысяч, сделаете там заговор, приворот или какую-то другую работу. Поэтому подписывайтесь, колокольчик, и пишите, о чем вы хотите, чтобы мы сняли видео. И задавайте свои вопросы. Ну, а я напоминаю, что мы находимся в прямом эфире. Поддерживайте наш канал. Задавайте вопросы, ставьте лайк, ставьте колокольчик, чтобы уведомления приходили к вам, когда мы выходим в прямой эфир, так как на данный момент мы готовим материал в прямом эфире, то, естественно, подключаются к нам те люди, которые следят за каналом. Так как работы много, то мы выкладываем прямые эфиры, точнее их проводим, когда у нас появляется свободное время. Поэтому сложно прогнозировать, сложно готовиться к какому-то определенному времени. Естественно, работы выкладываются вот здесь и сейчас, как сейчас мы вот проводим работу. Соответственно, вы можете за ней наблюдать, смотреть, что тут происходит, как выполняется настоящий, реальный приворот вуду. В прямом эфире. Ольга Кац. Да, добрый вечер, Ольга. И вам. Алексей, подскажите. Георгий поддержит связь с колдунами, которые его посвятили мои. Может быть, получится показать совместное видео. Есть, конечно, видео. Видео совместное есть. Мы сможем их показать. На данный момент связь, она поддерживается, но, естественно, эти люди находятся не в Санкт-Петербурге. Поэтому совместное видео лайв записать не имеется возможности. Но мы попробуем сделать что-то типа телемоста, и в дальнейшем, когда у нас будет достаточная активность, достаточно интерес к этому контенту, естественно, мы будем расширять возможности показа более интересного контента. Больше будем информации готовить для вас, чтобы вы знали, что такое реальная магия. Если вы этим интересуетесь, если вам интересен этот контент, эта тема. Потому что одно дело смотреть реальную работу, понимать, что это делается настоящими людьми, не какими-то шоуменами и клоунами, как, допустим, в «Битве экстрасенсов», когда выполняется все по сценарию, все придумано, все куплено везде. Реальная работа выглядит таким образом. Опять же, если мы говорим о магии вуду, о привороте через куклу вуду, то вы можете наблюдать
реальную работу в прямом эфире, когда я выполняю настоящий маг, шаман Георгий. А также, если у вас есть еще какие-то вопросы, вы можете задать их, воспользовавшись нашим чудесным чатом. Скажите, пожалуйста, у вас есть ритуал, как вернуть человека? Ну, собственно, вы сейчас наблюдаете за тем, как часть ритуала, окончательная часть выполняется. Этот ритуал называется приворот. Он, собственно, сейчас и выполняется в прямом эфире. Сейчас мы делаем легкий приворот, а вернуть человека это более сильный приворот просто делается. Ну, Георгий уточняет. Вот. Да, конечно, мы делаем сильный приворот. Скорее всего, если девушка ушла, скорее всего, она ушла к другому мужчине. Если она ушла к другому мужчине, то, скорее всего, здесь надо не только приворот делать, надо отворот от мужчины и приворот к вам делать. Вот. Но надо смотреть, если она никуда не ушла, если она просто ушла, потому что из-за ссоры у нее никого нет, тогда делается просто сильный приворот. Надо понимать ситуацию, понимать, что там произошло. Также люди, которые часто задают вопрос, можно ли сделать бесплатный приворот. И почему бесплатный приворот не выполняется магом и шаманом. Вы можете видеть вот сейчас, прямо на камере, то, что используется алкоголь, достаточно дорогой, который настоящий, который не паленый, привезенный из Кубы. Также используется ямайский алкоголь. Также используется доминиканский. Используется достаточно большое количество очень особых свечей, которые определенным образом заговариваются. И Если быть только иголок, да, вот такие иголки, пачка этих иголок стоит в районе, то есть от 20 до 50 штук вот таких вот толстых иголок используются в ритуалах. А вы можете сами посмотреть, сколько они стоят. На один ритуал 20-50 иголок. Вот посчитайте, 50 иголок стоит 2000 рублей. Только это стоит 2000 рублей. Только иголки. Я не говорю о алкоголе, куча всего того, что здесь используется. То есть, если я буду делать бесплатно приворот, во-первых, я буду это делать это за свой счет. Во-вторых, я просто обеднею. Я буду тратить кучу времени, кучу сил и ничего не получать. Поэтому методом простого расчета вы можете сами предположить стоимость затрат на выполнение одной работы, которая на секунду выполняется в течение от 7 до 14 дней, если мы говорим о работе более-менее стандартной, которая чаще всего встречается, и когда мы говорим о работе, которая выходит за рамки обычных, данное время увеличивается значительно. Также в работе используется черное железное африканское дерево, которое вы, в принципе, можете сейчас наблюдать на своем экране того устройства, которого вы смотрите. То есть сами непосредственно
те вот эти емкости, в которых производится работа, как раз Они меняются и постоянно покупаются. и меняются. Да, они как раз стоят на вот этом, на этих, так сказать, алтарях, которые выполнены из африканского железного дерева, которое очень сложно найти в принципе в природе, подходящее для работы. Это особая порода дерева, и она редко встречается, в принципе, в Африке. Не говоря уже о том, что из Африки ее надо привезти каким-то образом сюда, в Россию. А сообщения с Африкой достаточно проблематичны. И заказав даже у человека, который знает, что нужно отправить, можно получить заказ там спустя 7-8 месяцев без проблем. А как вернуть мужа на все 100%? Ну, стопроцентных гарантий дают как раз люди, которые хотят вытащить из вас как можно больше денег. Они скажут вам все, что угодно, все, что вы захотите услышать. Так, сколько стоит ваша работа? Ну, все зависит от ситуации. Вы можете обратиться по указанным контактам. В углу экрана написан номер телефона, которому любым способом, через мессенджеры, через просто телефон, вы можете задать вопрос, прислать фотографии для того, чтобы понимать, с какой ситуацией Георгию придется столкнуться в помощи вам. И Георгий оценит уже конкретно, может он помочь, не может он помочь, сколько будет стоить работа. Минимальная работа стоит от $500, если мы говорим о привороте. Но сказать точнее можно только после просмотра. Все, на данный момент мы закончили. И работа закончена. Всего хорошего, до свидания. До свидания. Тем, кто смотрел, спасибо. Мы в интернете, мы с вами. Заходите, смотрите наши видео. До свидания. Всем доброй ночи.